Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим сегодня тайны за вашей спиной, да, что там тайно происходит, может быть такое есть, может быть сами люди что-то тайно там говорят за вашей спиной, вы должны знать, а вы не знаете, да. Ну, такое разберем. Думайте о себе, проговорите свое имя. Ух ты, тройка, пятерка. Ну, это новые дороги. Есть. Есть. Кто-то, кстати, вам хочет дороги перепутать. Как будто вас вот просто вгоняет в заблуждение, либо собирается это сделать. Две карты выскочили вот такие, это новые дороги. А это, ну, такой вот легкий обман, когда человек хочет так легко все сказать, и ты веришь, обманывая себя. Вот такое здесь идет. Да, кто-то хочет вам дорожки прикрыть. Может быть, чтобы вы на работу другую не пошли, допустим, или на работе на своей не делали то, что хотите, наметили, да, что не-не-не, только не она. Мужчина, если смотрите, немножко на себя переставляйте. Я хочу, там кто-то говорит за вашей спиной, я хочу это сделать, чтобы у меня вот эта вот удача была, чтобы у меня были открытые двери. Да, кто-то хочет, но с улыбочкой. Вот что неприятно. Две карты выскочили, значит, точно есть. Ну вот, еще раз проговорите свое имя. Посмотрим, что карты про вас скажут. Может быть, и не только по поводу работы. Кто-то что-то замышляет. Угу. Сейчас будем смотреть. Так. Ну, человек интересный. Около вас высшие силы. Думают о вас постоянно. Это 20-й аркан, аркан мозга, высших сил. Есть, ну, такой вот высший суд. Знаете, небеса, Вселенная, силы, которые над нами, да, которые нами где-то управляют, где-то помогают, ну, по-любому на лучшее, да. Даже управляют нашими шагами, чтобы мы куда-то не упали. Так вот, они сейчас включены очень хорошо для вас. Они хотят, чтобы вы себя любили. Мы поможем, мы подскажем. Ты правильно делаешь, ты правильно идешь. Не сомневайся в себе. Вот это вот хочет сказать вот эта карта. Это старший аркан, это очень сильная карта здесь. Ну, 20-й. Да. У вас есть сомнения по поводу чего-то? Не разрешившейся какой-то ситуации, которая затягивается. Или сомнения по поводу какого-то родственника. Младше вас вижу. Тут высшие силы говорят: уважай, люби себя, цени себя, береги себя. Ты очень нужный человек в этой жизни. Ты должен быть здоровым. И психологически, и физически. Да, тут есть такое, что вот они дороги, что у вас очень много хороших дорог. Королева Пентаклей, королева уверенности, стабильности. Мир, благополучие – это ваша жизнь. Дом. Мой дом, четверки, мой дом. Ну, некоторые говорят, моя крепость, да? Мой дом, моя крепость. Правосудие, юстиция. Ага. Так, вы очень сильный человек. Вы очень-очень сильная, волевая личность. Реально. Вот тут есть кое-что, что вот этот аркан 20-й, высшие силы, говорят, нужно немножечко расслабить. Но я говорю то, что они хотят сказать. А вижу, вот смотрите, что по картам вижу. Вы привыкли справляться с трудностями в одиночку. Но, знаете, как говорят, один в поле не воин, а вы воин. Вот вы один в поле воин. Вы
Да, высшие силы вас поддерживают. Но вы после всего этого, что происходит, вам приходится, да, с трудностями в одиночку, несмотря на вот эту вот стойкость вашу, да, способность управлять ситуацией, чувствуется, очень чувствуется усталость и грусть. Вот как будто бы вот вроде бы улыбаетесь, а глаза уставшие либо грустные. Вот такое здесь вижу. Карты говорят, что вы сильный, да, человек, дороги открыты. Высшие силы вот сейчас точно с вами. Да вообще они хотят быть всегда с вами. И по правосудию, и чтобы мир был в вашей жизни, в вашей душе, в вашем доме. Четверочка пентаклей — это ваше, это вот жадность, да, никому не отдам. Вот, свой дом, как говорится, свое счастье. Но вы такой человек. Вы обладаете светлой душой и мощной защитой рода, кстати. Угу. Знаете, по сочетанию карт, как они идут, да, вы самые тяжелые испытания уже прошли. И по вот этим картам вам стоит прислушиваться к знакам судьбы. Ну, некоторые люди не хотят этого, но вам все равно приснится что-нибудь, все равно что-то подскажется. В самый такой вот необычный момент. Что больше всего вы замечаете в последнее время? Птиц много, рядышком кто-то прошел такой вот один раз, второй раз, вроде как дежавю в одном и том же костюме, либо один и тот же человек. Это как знак. Либо часы, да, вот там 11:11, как часто вот говорится, но оно реально, если вот даже по юстиции, вот это 11-й аркан, может быть даже вот это число 11:11, это как знак. У каждого свое. Это как подсказочка в этом раскладе есть, но у каждого из вас оно свое. Есть просто чуйка. Не знаете почему, но чувствуете. Вот такое еще карты про вас говорят. Оно есть, оно срабатывает. Знаете, это важно. Если оно срабатывает, значит, у вас действительно самое плохое позади. И будет включаться вот то, что нужно, чтобы дальше идти, ну, в свой дом, в свою крепость, как говорится. Да? Мое значит со мной. Кто-то из вас пережил очень болезненный развод. Возможно, кто-то из вас потерю какую-то. Просто аж такое было. Имущество, что ли, потеряли. Или документ неправильно подписали. Или кто-то вас подставил. Вот просто юридически кто-то вот неправильно что-то сделал. Такое вот было. Но все равно даже в те моменты высшие силы были с вами, чтобы нормализовывать вашу жизнь. Угу. Так, давайте еще. Что еще здесь? Иерофант. И вы посмотрите, высшие силы, высший суд, и именно сюда выходит иерофант. Это вообще это сочетание сильнющее. Сильнющее именно. Очень сильное. Это сочетание сильное. Это карта на карту. Это проводник. Ага. Знаете, вам действительно сейчас карта рекомендует прислушиваться к знакам судьбы, так как в будущем ваша чувствительность к ним будет только возрастать. И вы сможете даже просто легко помогать другим, своим любимым. Угу. Хотя вы и так это умеете. Но вот такое вот. Что еще карты? Подсказывайте, рассказывайте, тайны за спиной. Какие-то, может быть,
Сложные, да, вот десяточка, сложные вопросы решаются и должны ли решиться сейчас. Потихоньку вы выходите из этой сложности. Умеренность, потихоньку вы из нее выходите. Вот эта клетка, 8 мечей, это всегда клетка, но она же и открытие для себя идет. Мужчина. В вашей жизни появится какой-то мужчина. Мужчина, если вы смотрите для вас, Паж кубков, мальчик, тоже мужчина. Вот какой-то мужчина, который вам даст толчок какой-то, вот слова какие-то скажет, либо действительно поможет юридически какие-то вопросы решить. Очень сильный человек, он вам поможет в решении вашего сложного вопроса. Такое впечатление, что вот он где-то рядом, но появится только тогда, когда действительно вам надо будет. А потом уже вы своей дорогой, он своей, но воспоминания будут шикарными. Да и вообще, может быть, это ваш родной человек, с которым наладится еще большая связь. Вот такое. Девяточка — это стабилизация. Жезловые действия какие-то, уверенность в жезловых действиях. Башня — решение жилищного вопроса у вас будет. И восстановление чего-то. Что рушится, что не так. Да, у кого-то в отношениях. А ну-ка, эту колоду возьму. Туз мечей. Решение вопроса, который задерживается. Никак не можете с чем-то разобраться. 8 посохов скоро. Скоро решите сложный ваш вопрос. Какой? Ну, у каждого, наверное, свой. Башня, вот она башня. И вот она башня. Вот, оно даже так друг на друга выходит. Что рушится, что не так? Личная жизнь, на работе, опять же, с имуществом. Вот мне имущество еще для кого-то из вас, да, это тоже важная тема. Вот оно решится. И, кстати, скоро. 8 посохов — это скоро. Это реально. Но мужчина какой-то, да, вот как подскажет, как проведет, как направит, подпишет, не знаю, ну вот такое. Еще вижу здесь для кого-то из вас. Вот здесь вот карты предупреждают о возможном появлении в вашей жизни человека из прошлого. Вот, именно человека из прошлого. Так. Вы, кстати, догадывались, что может появиться. Да, из прошлого по 6 пентаклей, да. Потому что у вас были общие либо дела, либо отношения, вот были, может быть, тут общие. Дашь на дашь, как говорится. Но этот человек как выпрыгнул с этих отношений. Говорю, либо рабочие, либо личные. Он как выпрыгнул. Знаете, как ситуацию на карту дурак променял. Солнце должно было быть. Общего много. Вы ждали проявления, вы ждали чего-то вот такого исправления, да, чего-то хорошего, но пошло на ноль, пошло как на обнуление. Ага. А ну еще одна карта. Луна. После Солнца Луна. Ну тогда будьте аккуратны. Да, человек может проявиться из прошлого. Он этого хочет, серьезно. Но постарайтесь его увидеть сразу же. Вот такое впечатление, что он манипулировать идет. Угу. Не очень приятно. Может быть, обойдет, может быть, высшие силы защитят вас, как бы и вообще его отодвинут. Но если вдруг человек из прошлого проявляется, будьте внимательны. Манипулировать захочет. Вот он хочет что-то с вас взять. Вот как будто бы будет давить через ваши общие темы. Ну, не знаю, например, там дети общие у вас, да, или какие-то дела общие были, допустим, может быть, намечаются или намечались, но не получилось. Вот что-то в этом роде здесь идет. Но вам дается подсказка, даже вот с этого расклада.
Хотя и в жизни что-то вы тоже чувствуете. Тут по 7 пентаклей есть у вас предположения, есть у вас мысли иногда такие вот. Будьте бдительны и не совершите ошибок, доверяйте своей интуиции. Или перепроверяйте, как говорят, да? Доверяй, но перепроверяй. Ну вот такое, как такая подсказочка. Потому что если уж на 0, так пусть оно там и остается. Как чистка такая, да? Потому что башня должна строиться заново. И в Луну впадать нельзя. Солнце, оно в твоей жизни должно быть. Луна — это тоже иногда хорошо, но в данном случае она как будто бы вот предупреждение: не попади опять в ту проблему темной стороны Луны. Это манипуляции, это какие-то желания у вас что-то отобрать или заставить вас еще раз поверить, а потом опять что-то взять или, не знаю, свое «я» проявить, а вам это не нравится. Будьте внимательны и в личном, и в работе, как говорится. Да. Ну, такое. Может быть, еще что? Может быть, а ну, сейчас я посмотрю. Тут есть родственник, но это в другом городе, в другой стране. Может быть, даже живет далеко от вас. Вы давно его не видели. Или ее, да? Чувствую здесь 7. Ну, тут перемены. 13-й аркан. Может мужчина, может быть, в принципе, и женщина, девушка, да? Рыцарь посохов. Тоже хочет поговорить, скучает. Но опять же, будьте внимательны, он на своей волне, этот человек. По-любому он не переделался. У вас свои мысли, у него свои. У вас свои правильные, у него по его жизни пусть будут те, но чтобы он к вам не лез. Есть такое. Либо она, да, вот я чувствую, что тут и женская энергия тоже присутствует. Тут хоть и король чаш выходит, но женскую энергию я тоже чувствую. Да, это может быть сестра, брат, сват, дядя, тетя, троюродные, но кто-то, вот, кого вы знаете с детства. Что-то пошло не так в какой-то момент. Он на своей, говорю, волне, вы на своей, и вы разошлись. Была даже ссора, может быть маленькая, может быть большая, но он за спиной, вот она тайна, он за спиной вас обсуждает в очень нехорошем образе, говорит про вас, что вы что-то как-то не так думаете, вы вообще не заслуживаете чего-то. И в то же время до всего этого были улыбки, были, не знаю, хорошие отношения. Ну, более-менее нормально все было. Что-то пошло не так из-за какой-то определенной ситуации. Знаете, он будет страдать. Ну, либо она, да? Угу. 8 мечей опять вышла тут и тут. Но вот эти карты хорошие для вас. Он будет страдать, потому что он хочет видеть вас в клетке. В клетке и сказать: а ведь видишь, я был прав или была права. Я. А получится, что это вы будете правы. Будет страдать из-за того, что вы не будете в клетке, вы не будете в неудаче. Вы не будете, ну, типа, не знаю, как на колени становиться. Да, ты был прав. Вот такое здесь идет. Ну, хорошо карты сказали. Тут туз посохов и правосудие. Все-таки правосудие на вашей стороне. И из этой клетки вы выходите. Видите, даже есть люди, которые хоть и улыбались, и, может, реально с детства вы были вместе, может быть, просто какое-то время, да, вот хорошо друг друга вроде узнали, все такое, а потом раз, и какая-то ситуация просто развела в разные стороны. Пусть так и будет, ну а что делать, пусть все будут живы-здоровы, да, как говорится, вот, на все воля Божья. А у вас должно быть все хорошо.
Вы сейчас здесь, вы это слышите, и ангелы, ну, высшие силы, да, может быть, ангелы тоже тут присутствуют. В принципе, они всегда присутствуют. Вот, они говорят, что у тебя будет все хорошо. Так. Угу. Так, это надо что-то это подумать. Сейчас, Паш, маленькая карта. Мечевая, думать. Мечевая королева — это мысли. Это реально включайте голову, потому что сейчас вы идете на благо, на свою действительно сильную сторону. Да, вложения надо будет делать, ну, не знаю, финансовые или не финансовые. Семерка жезлов. Да вы разберетесь сейчас. Звезда, длинный путь, солнечный, длинный солнечный путь. Это солнце. Это солнце. Знаете, у вас по солнцу и звезде, да? Ну, карты говорят, что чисто даже, не знаю, говорят, обещают, конкретно обещают здесь встречу с сильным судьбоносным человеком. Реально. Сильный судьбоносный человек в вашу жизнь идет. Умный, рассудительный. Это будет как опора, это будет как радость в вашей жизни. У вас будут строиться гармоничные отношения. Очень сильно все будет отличаться от прошлого. Да, есть такое. Да. Вы скучаете. И какой-то человек скучает в одиночестве, либо просто в непонимании от других людей. Вы как будто реально найдете себя. Вы как будто бы реально найдете и себя, ну, я сказала себя, да, себя в этой жизни, себя с этим человеком, и он с вами. Стабилизация в дом, да, хорошая. Что еще карты скажете? Вот она, семерочка. Обнуление процесса, жезловые действия, победа в середине, победа, шестерочка. Давайте доложу сейчас. Пентаклевый туз, любовь, деньги, любовь, выход из какого-то, не знаю, закрытости из какой-то. Семерка — это после долгого ожидания и непонимания идет, ну, луна, после солнца луна. А ты что хочешь здесь сказать, луна после солнца? Магия. Это маг выходит. Так. Смотрите. А знаете что? А вы это осознаете, что вы являетесь магом своей судьбы. Карта мага указывает на то, что вы сами берете управление своей жизнью в свои руки. И теперь никто, даже если луна выходит, не сможет отобрать ваше счастье. Если после луны вышел маг, тем более с открытыми, вот оно, я еще раньше, да, сказала, до вот этой карты, что открываете вы свои закрытые пути. И любовь к вам идет, и деньги, и победа, и встреча с человеком, и после всего вы действительно как обнуляетесь. И вот этот маг, это больше как на вас карта указывает, что вы действительно берете управление своей жизнью в свои руки, но вы не тянете груз, вы просто притягиваете к себе самых лучших людей, ситуации. Ну, в жизни все бывает, как для сравнения, да, и плохое что-то, ну, чтобы сравнивать, что хорошее, что плохое, а не искать только в хорошем там плохое или в плохом хорошее.
это ваша жизнь. Но здесь намного лучше, чем было. И вот эту Луну, вы выходите на светлую сторону этой Луны. Солнце, Луна — это ваша жизнь. Да, сравнения идут, но вы маг. И здесь как бы, да, вы берете управление, но вы не тянете на себе груз. Это, знаете, это никто, это как понимание, да, что никто не сможет отобрать ваше счастье. Угу. Ну, давайте еще так. Что за тайны за вашей спиной? Ну, кто-то по рыцарю мечей, это болтовня. Кто-то обсуждает вас, ну, так сказать, можно даже за стаканчиком, да? Кто-то за рюмочкой, там, не знаю. Кто-то вот так вот сядет где-то. Да, обсуждает вашу жизнь, ваше колесо фортуны, а где вы фартовые, а где нет, а как бы хотелось. В глаза улыбаются, за спиной разговаривают. И есть такое, есть. Есть такое. Себе правосудие хотят натянуть, да, а не получается. Как же им хочется взрыв устроить такой вот, да, чтобы у вас все плохо было. Не получится. 5 посохов — это еще одно доказательство, что вы идете к победе. А у них желание это есть. Но маг выходит, а все на вашей стороне. Ух, даже в этой колоде маг вышел на эти вопросы. Так, что еще там за вашей спиной? Это влюбленные, да? Сейчас. Ну, во-первых, по этой карте реально человек, который вас предал, либо сделал просто больно, либо не понял вас и ушел куда-то там, да, может быть, даже просто ссора была, он скоро появится. Единственное, если этот человек действительно делал вам больно, будьте внимательны, что будет манипуляция. Заново, еще раз. Ну, вам надо ли, да? А если все-таки больно не было, ну, просто какое-то недопонимание, ну, может быть, надо будет выслушать и понять, что он вообще хочет. Или она, да, вот по этой карте. Там вот как бы, ну, говорят, да и пусть говорят. Туз мечей говорит, вы все равно свое делаете, как бы ваше. Как туз мечей, это больше как кулаком по столу или как мое, да, вот. Мое решение, оно самое главное. Я так хочу и так буду, а там говорите. А знаете, вас всегда обсуждали. Всегда. Вот есть такое еще, что, в принципе, я по картам не вижу, чтобы надо пойти и разбираться, там, зачем вы там про меня что-то говорите. Оставьте все как есть. Есть такое, что кто-то вами восхищается за спиной. Да. Есть такое. О, 10 кубков. Есть такое, говорю. 10 — это вообще супер. Есть такое, что кто-то завидует. По поводу... ну, это король кубков. Либо мужчина завидует, может быть, вам или другому мужчине около вас. Ну, либо, если мужчины смотрите, то, может быть, какая-то девушка около вас, да, вот какой-то мужчина завидует. Может быть, из-за мужчины кто-то вам завидует, что вы вот человек, который действительно располагает к себе хороших людей. Такая вот зависть есть. Кто-то обижается. О, по 9 мечей. Ничего себе, реально. Кто-то обижается, что у вас на них нет времени. По 9 мечей это больше мысли, не действия, а мысли. Просто кто-то действительно в голове держит мысль, что вы с ним не общаетесь, потому что нет времени, потому что очень много работы, и давно не звонили, либо не встречались, да, подруги, родственники, вот, друзья, да, кто-то вот скучает по вам и обижается. Сколько мыслей по 9. А знаете, скажу так, что есть 4 человека, которые реально какую-то тайну в себе несут за вашей спиной.
Один человек просто хочет исполнить свои желания. Это больше как манипулятор идет. Есть еще один человек, который, да, вот хочет вас видеть очень часто и побольше общаться. Тоже какую-то тайну. Он много не говорит, это как тайна, но это его чувство. Есть обманщик, конкретный обманщик. А вот здесь я кое-что вижу. Тайна за вашей спиной. Кто-то реально хочет вот в скором времени перепутать вам какие-то дороги, либо ваше мышление по какому-то вопросу. Будьте аккуратны. Да, 10 мечей. Будьте аккуратны. Кто-то действительно хочет вас сбить улыбкой, там, не знаю, доказательствами какими-то, убеждениями. Не поведитесь на ложь. Ложь идет и 10 мечей перенести может. Это за вашей спиной сейчас есть такое. Ну, я не знаю, по работе, по каким-то подписаниям каких-то документов. Будьте аккуратны. Покупка товара, да. Сначала пусть товар придет, как говорится, вы просмотрите, понравится, а потом уже деньги. Не отсылайте сразу денежку. Ну, вот как-то так. Да, будьте аккуратны, за спиной обман. 2 посохов. Давно планирует. Вы знаете этого человека, либо он просто в этом живет. Может, и не знаете, но он в этом живет. Это как бы его жизнь. 6 мечей, но вы вот предупреждены, вы выйдете из этого. Вы увидите этого человека, вы догадаетесь, и вы правильно поступите. 6 мечей, да, мечи есть, но за рулем. Угу. Вы выходите из плохого. Так, соберу. Давайте еще посмотрим, что тут есть. 4 человек, это 3, да? Где эта колода? 4. Я 4 вижу. Фортуна. Это любовь, это удача, это успех. Вот такой вот человек, который действительно как тайна, вы ему нравитесь. Вы очень нравитесь этому человеку, это как тайна, он не раскрывает почему-то. Но такое есть, и он как бы как фортуна для вас. Либо он притягивает, вот будет притягивать, потому что вы ему нравитесь, он думает, он говорит сам с собой, да, вот с вами как будто бы. И есть такой человек, и даже если он не будет с вами, он притянет к вам хорошего человека, другого, который должен быть вам по судьбе. Либо сам подойдет скоро. Но к вам, около вас есть фартовый человек, который притягивает к вам фортуну. Вот так вот. Хорошо, да? Так что встреча, важная тайна такая, да, важная тайна, которая станет явной. Это приход в вашу жизнь сильного, судьбоносного человека. Человек, который станет для вас настоящей, действительно опорой, поддержкой в каких-то личных переживаниях. Ну, потому что иногда надо, да, иногда надо, чтобы кто-то действительно подсказал. Любовь в вашу жизнь идет. И да, это реально будет отличаться от прошлых отношений, партнеров, вообще просто людей. Но они потому что не соответствовали вашим ожиданиям. А знаете что? Они просто... А почему, кстати? Почему вот к вам идут мужчины, да? Ну, мужчины, опять же говорю, перекручивайте на себя. Вроде бы идут мужчины. Вроде бы вы знаете, что вы хотите в отношениях. А оказывается потом как-то вот не то. Почему так? 21 аркан, аркан мира. Победы. Ух ты, победа, мир, любовь. Выход из вот этой тупиковой, ну какой-то отрезанной ситуации. Это когда ссоры. Вот вроде бы все хорошо, а потом опять ссоры. Выход идет. 4 жезлов в ваш дом. Солнце в ваш дом идет. Ой, какие карты для вас сегодня. Да будет так, реально.
Я вижу, знаете, что еще? Просто те люди не тянули ваш уровень в этой жизни. Просто не тянули. Знаете, оно как будто бы... как будто бы вот такое, что человек хочет быть сильным, интересным около вас. А когда видит, что вы сильнее, вы для других интереснее, начинаются проблемки, которые могут перерасти, да, и, возможно, перерастали во что-то большое. Человек с сомнениями просто куда-то уходил, хотя тоже хотел показать, что этот он, да, или она там крутые такие, сильные. Нет, просто не тянут. Ваш уровень этого жизненного вот пути, вот личный уровень. Вы умеете действительно, как в начале карты сказали, все сами делать. А кто-то просто пользоваться начинает. Вот и все. Хотя иногда хочется, может, и саму, да, подействовать, а не допрыгивает. Нет, в вашей жизни вот мечевая, она как срезает. И в вашей жизни действительно вот восстанавливается вот этот баланс нужности. Туз кубков, пятерка, 5-6, 4, 5, 6, жезловые карты. И королева жезлов, королева новых возможностей и горячих, интересных дорог, давайте так скажу. Отношения, там все остальное, да, ну и по работе. Да нет, у вас многое меняется. Тайна за вашей спиной есть. Кто-то что-то не договаривает. Кстати, вот я сейчас достану, возьму эту колоду и достану карту. И я вижу, что в прошлом был момент, когда вы действительно что-то потеряли. И вот эта тайна до сих пор у того человека, который это сделал. Есть такое, что вам кажется, может быть, потеряли, может быть, сами не углядели. Нет, у вас это отобрали. И тот человек до сих пор, мне просто это как видение пришло опять, до сих пор где-то мучается, где-то нет, но он помнит, что он вам или она вам что-то сделали, заставили, уговорили, украли, может, украл что-то там, кольцо, чашку или что-то еще, и вам показалось, ой, да потерял, ой, сам куда-то отнес, да, отнесла. Вот эта тайна там до сих пор не расскажет, боится. Или же действительно вас подставили с подписанием каких-то документов. И тот человек мучается, мучается. А в вашу жизнь исправление идет. Только не от него, а от самой судьбы. Потому что он не сможет это сделать. У вас как будто бы, знаете, как энергетическая привязка разорвалась. Не сможет он больше влезть в вашу жизнь. Хотя что-то другое, кто-то другой несет, типа наподобие такого, чтобы вас опять в заблуждение увести. Карты говорили, предупреждали. Так что в ближайшее время, да, будьте внимательны. Расклад как бы общий, может быть, говорю, и сами высшие силы опять же отведут, оттолкнут. Но на всякий случай, вот, чтобы вы знали. Вот так вот сейчас достану карту. Это и есть тайна. Это верховная жрица. Это и есть тайна, которую держит тот человек. Да, говорить он не хочет, что это он все сделал, и он виноват, или она. У вас сила рода хорошая. Да, у вас поддержка есть хорошая. Вот. Что еще здесь? Напоследок давайте, потому что вроде бы все. Это отшельник. Из одиночества выходите. Это 13-й аркан трансформации. Выход из клетки, выход из одиночества.
Императрица. Плакать. Это как слезы в прошлом. Клетка, слезы в прошлом. А здесь что это значит, дьявол? Ты чего сюда вышел? Рыцарь мечей. Ну, мечевая карта. Это значит, что-то плохое по дьяволу вы отрезаете. Да, это мечевая карта, вы отрезаете. Кто бы ни лез в вашу жизнь, вы справитесь. И да, у вас будут подсказки. Может, говорю, сама интуиция, может, какие-то там подсказочки, сон, ну, не знаю, что-то вроде этого. Ну, хорошо. Еще этот дьявол может говорить, что начинается новый оборот. Знаете, как будто бы сила, которая спала, просыпается, но в данной ситуации, да, в данной ситуации это больше как страсть и желание, как не уставшие, а светящиеся глаза. Вот такое вот здесь больше. Да, дорога. Дорога, колесница, дорога. Дорога на новое. Вы как будто с темной полосы на светлую перескакиваете. Угу. И ну, выбор какой-то будете делать. Опять правосудие идет. Прекрасно. И мужчина интересный в вашу жизнь. Ну, мужчина здесь, если вы мужчина, то девятка жезлов, открытие дорог, открытие интересного, но не как раньше. Иерофант. Высшие силы к вам ведут нового человека. Прошлое уже не будет вас давить. Нового человека. Так что да, любовь. Мужчина к вам женщина идет, женщина к вам мужчина, ну, либо там, как вы сами ждете чего, да? Как-то так. Ну, все вроде бы. Вот она, женщина. Да? Я же говорю, идет женщина. К мужчине, мужчина к женщине, на стабилизацию и выход из очень какого-то тяжелого. Кстати, после этой десятки что у нас? Звездочка. Звездочка, как глаз звезды. Действительно, плохое уходит. Стабилизация восстанавливается, вот все. Угу. Смотрите, по десятке, что скажу, раз она вышла. Если вы ощущаете беспричинную тревогу иногда, да, странное какое-то напряжение в доме, даже в своем доме, ну, либо иногда холодность близких, да, вы не видите, да, вы не видите саму тайну или что-то такое, что должно вот проявиться. Но вы как бы спотыкаетесь, да, вот об свои вот эти ощущения, и впоследствии в реальной жизни что-то должно произойти. И вы уже как бы предупреждены вот своей тревогой беспричинной, напряжением, какой-то холодностью, да, это и есть подсказки. Это как будто вы ощущаете вот для того, чтобы что-то понять. И если это есть, знайте точно, что скоро что-то будет реально меняться, но как по картам в лучшую сторону. Единственное, да, предупреждения были, где-то будьте внимательны, а так в лучшую сторону. Вот ваши мысли, вот оно. Еще раз говорю, этот рыцарь мечей выходит, это ваши мысли, это ваши ощущения, это ваши слова. Вот на ноль. Как плохое уходит, и очистка идет, да, очистка, новый путь, новые возможности, да, не стоит на месте, не закрывается что-то хорошее, а наоборот открывается, потому что это колесница. Так, это Луна. Шестерка кубков. Ну, больше как прошлое уходит в Луну. А высшие силы с вами даже вот в конце вышли. Как в начале, так и в конце 20-й аркан. Мозг Вселенной, он с вами. Так что Луна сейчас на белой стороне для вас. А вот по поводу чего-то прошлого, здесь просто надо, да, проснуться, выспаться, проснуться и улыбнуться.
В принципе, все. Высшие силы с вами. Вот так вот. Так, все. Шестерка пентаклей. Шестерка, да? Восьмерка, быстрые новости. Ух ты, еще все-таки вышел маг в самом конце. Я уже хочу откладывать карты, и все равно вот 3 карты достала. Маг все-таки вышел. Знаете, тайна за спиной — это правда, к которой вы повернуты спиной, да, но которая продолжает идти за вами по пятам. И вы с этим всегда разберетесь. Просто не всегда оно надо даже, чтобы проявлялось. Карты сказали: супер, мне очень нравится, что высшие силы с вами, и по магу вы руководитель своей жизни, да, что хочу, то и будет, как говорится. Вот. Плохого вы не желаете, хорошее вы желаете, хорошее и будет. Но по шестерочке здесь еще... Но здесь не ваши слезы. Здесь не ваши слезы. Слушайте, ну я по шестерке увидела. Давайте-ка я, да, уже в конце, вот кто со мной до конца, возможно, именно вот вам надо это услышать. Угу. Вот по шестерке просто увидела, да, думаю, все-таки закончу именно вот, чтобы ответили. Я чувствую, что есть еще одна тайна за вашей спиной. Тройка мечей. Сейчас. Женщина. Женщина-девочка. Ваша родственница — это родная кровь. У нее есть что-то, что-то скрывает. Болезненное. Реально болезненное. Ее что-то мучает. Четверка мечей. Она надеется, когда все исправится, то она вам расскажет. Но знаете, тут, скорее всего, вы раньше это все об этом догадаетесь. Вам будет как будто вот вас подтолкнет что-то. Есть или женщина, или девушка что-то скрывает. Может быть, по поводу своего самочувствия. Может быть, да, болезнь какая-то. Может быть, не самочувствие, а какая-то плохая привычка там к чему-то, да, хочется это все убрать и боится рассказать вам. Либо что-то по работе не так, либо в отношениях вот у нее не так. Может быть, это девочка, у которой тоже что-то вот как на душе сидит. Но вы скоро разберетесь, и ваше действие, да, ваше влияние, ваши просто слова будут супер самыми лучшими, что исправит эту ситуацию и поможет этой женщине, девочке идти дальше в нормальном расположении и по четверочке выйти из плохого, что у нее есть. У каждого свое, но как будто бы вот есть такое. Угу. Знаете, вам можно вокруг да около поспрашивать у своих близких, все ли у тебя нормально там или так вокруг и около. Но если вдруг что-то узнаете не очень хорошее, что это скрывалось, не ругайтесь. Ни капельки взрыва эмоций не должно быть. Закроется человек. А надо, чтобы открылся и по четверке вышел. Вышел на очистку такую, чтобы у него плохое прошло, ушло. Это на всякий случай, опять же. Ну, как-то так. Все, на сегодня все. Единственное, что, может быть, здоровье, вот хочу договорить, может быть, действительно скрывает, что вы уж извините, курит, допустим, или что-то еще там, не знаю, не буду перечислять, серьезно. Расклад общий. Я вижу много картинок, но, видимо, у каждого свое. Угу. Все. На дне колоды давайте потасую, посмотрим, что на дне. Девятка. Выбрасывайте плохие мысли из головы и просто смотрите, что сейчас где,
кто с кем, кто как. И спокойно, уравновешенно, с таким интересным энергетическим потоком вы разрешите и свое, и даже вот для кого-то улучшите. Угу. Главное, не надо брать слишком много переживаний. Так, а у этой колоды какая будет в конце? То же самое, только тут девяточка, а тут пятерочка мечей. Самое большое вот, не знаю, карты хотят не то чтобы подсказать, а заставить вас, чтобы вы из головы убрали то, что вас тревожит. Как-то просеяли свои мысли. Ну уж извините, как-то так. Это практически у всех так. У меня тоже иногда бывает столько мыслей, что это вообще... Но надо заставлять себя. Раз переключился на какую-то интересную, там, не знаю, книжку, видео, либо общение, либо какой-то интересный момент, который ты не доделал, там, не довязал что-то или что-то еще. Вот давно хотела испечь и никак. Переключайся. Музыку ставьте там, или реально какой-нибудь интересные какие-то слова из какого-то сериала, да, поставьте себе. Ну, что-то в этом роде. Все, на сегодня точно все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Все будет так, как надо. Сейчас читаю молитву обязательно, как обычно. Не забывайте, что я только на Ютубе, только сюда приходите. Ну и если можно, как я всегда говорю, да, советуйте людям именно на YouTube приходить, а не там, где мои воровные видео. Ну, опять там Facebook, Дзен, ВКонтактах, да, меня там нет. В общем, в Телеграме тоже нет. Угу. Подписывайтесь, кто не подписался, жмите колокольчик, чтобы следующие видео к вам приходили и вас не забывали, и что-то новенькое говорили, ну и с энергией защиты. Ну я же читаю эти молитвы обязательно. Ну все, всего хорошего, на связи, увидимся, услышимся, до встречи.